Воскресный расслабленный стрим о бытовухе. Вот иду по набережной в ту сторону, куда я еще никогда не ходил. Могу рассказать, что я обычно очень удивленный чувачок. Сейчас покажу его. Его все снимают, а он на всех смотрит. Написано на объявлении: «Осторожно с собакой». Ну, собаки. Кстати, в Испании собаки спокойные ребята. Видите, не лает, ничего. Посмотрел на него, на нас, мы на него, и все. Так, ладно. Про бытовуху. Сегодня хочу такой расслабленный, развлекательно-бытовой вот видео-подкаст, если хотите. Ну, номер один. Что я ем? Стараюсь сидеть на высокобелковой диете. С одной стороны, это не очень хорошо, потому что у меня она провоцирует приступы подагры. Вот. Надо бы побольше овощей есть. Но, с другой стороны, во-первых, протеин проще готовить, чем овощи. Смотри, какая ампунция. Красиво, да? Это вырос. Да. Протеин проще готовить. И я, в общем-то, стараюсь избегать углеводов. Поэтому больше на высокобелковой диете. Когда я здесь, как проситель убежища, застрял, я ел в основном курицу. Курица стоит здесь, в таких сетях, в обычных сетевых магазинах, курица стоит дешевле, чем на рынке. Вот в сетевых магазинах типа Консума или Меркадоны килограмм стоит в районе 3 евро. Ну, плюс-минус. Чуть больше, чуть меньше. Да, общее правило такое. Если ты покупаешь цельную курицу, ну, скажем так, не разделанную, меньше человеческого труда, то цена будет ниже. Если что-то с ней было сделано, ну, допустим, разделано на части, отделено филе, отделены крылья, то есть любое добавочное действие с тушкой автоматически увеличивает стоимость. Чем меньше действий, тем дешевле цена. Следующее по стоимости протеин — это свинина. Испания — это страна, где очень много едят свинины. Вы все знаете про хамон, национальное испанское блюдо. То есть, по сути, такое вот вяленое сало, нога свиная. И вот они очень много исторически едят свинины. Свинина здесь, примерно мякоть. Причем она продается, как правило, такая, не больше кусками, не больше, чем по килограмму. Хотя можно и поросенка купить молочного. Так вот, то, что по килограмму, или там по 2, по 3 кусками, это стоит в районе 6 евро за килограмм. Если, допустим, вы покупаете уже там нарезанными кусочками, то есть прям кинул на сковородку и все, то это будет дороже. От 6 евро свинина. Так, иногда я покупал себе кролика. Кроликов здесь продают много. На кролике готовят национальное блюдо Испании, изначально Валенсии, паэлья валенсиана. То есть, по сути, это вот такая вариация плова на кролике.
ну, из того же разряда, скажем так. Не вариация плова, но из того же типа. И вот эта паэлья Баленсиана, она делается иногда с кроликом, иногда с рыбой, морепродуктами, как кто хочет. Кроликов здесь продают почти во любой сети. Цена за килограмм, ну, примерно от 9 евро. В зависимости от, опять же, степени обработки. То есть, если там полтушечки или там какие-то отдельные части, то будет дороже. Если целиком кролик с головой, то он будет стоить, ну вот, в районе 9 евро, может, чуть меньше за килограмм. Следующее по цене это... да, забыл. Мое любимое мясо. В последнее время я жутко переел кролика. Ой, нет, жутко переел курицы и свинины. Просто видеть их не могу. Много ел. Сейчас уже не хочу. Я перешел на индейку. Индейка стоит... Ну вот я покупаю себе кусочки индейки за 5,50 за килограмм. Прям готовые, такие порезанные. Красное мясо индейки. Не грудка, но где-то там бедро. Но такие готовые кинуть на сковородку. Вот. Ее тоже очень много продают, индейки. Не так много, как свинины, конечно. Свинина номер 1 по популярности. Но тоже много индейки продают. Можно где угодно купить. В разных там и есть и грудка нарезанная на типа отбивных, есть и вот красное мясо, ну, в общем, в разных вариантах. Мне она почему-то нравится в последнее время, ну, она такая более жевательная, больше, чем курица. Ну, это что-то среднее между курицей и свининой. Так, про кролика сказал. Говядина. Мало популярное мясо, вернее, может быть, оно и популярное, но его мало продают в Испании. Оно здесь дорогое, не такая говядина, как мы привыкли. То есть здесь ее продают очень тонкими такими вот кусочками, тонкой нарезкой, чуть ли не там в 5 миллиметров. А если ты хочешь такой приличный стейк в сантиметр толщиной, да еще и с прожилками жира, то он будет стоить в районе 14 евро. Ну, говядина вот такая вот непонятного качества. Ну, в смысле, понятного качества, но непонятное вот для меня способа приготовления в районе 11 евро за килограмм. Если хороший, качественный такой стейк, чтобы он там medium rare был, то он будет стоить от 14 евро. Можно, кстати, вот по говядине, поскольку она достаточно дорогая, повыбирать какой ты хочешь. Там может быть говядина даже ирландская или не обязательно испанского производителя. И, пожалуй, самое дорогое мясо — это баранина. Она тут достаточно доступна. То есть можно ее... ну, не скажу, что в каждом магазине, но через один магазин баранину можно найти. И она в среднем за килограмм начинается от 13-14 евро. Там особо же, понятно, в баранине кусков мяса нет. Все это, как правило, на косточке. Ну вот от 14 евро можно найти кусочки, из которых можно сделать вкусный плов или харчо, суп харчо. Это что касается мяса. Ну, а цены я привожу средние, потому что плюс-минус они колеблются от сети к сети. Если идти в специализированный мясной магазин, будь то на рынке или у какого-нибудь частника, то цена будет примерно на 20% выше. Ну, якобы это по причине того, что у них мясо там более проверенное, более локальное, более фермерское или еще что-то. Ну, для меня, мне не до жиру, быть бы живым. Я просто, когда вынужден был есть обо что, вот я наелся этой курицы и просто больше не хочу ни курицу, ни свинину, приходится искать другой протеин. Значит, когда я переехал
переехал в Барселону, туда поближе к Барселоне, летом прошлого года, вообще весь прошлый год, я предпочитал есть рыбу. Значит, в Консуме и в Меркадоне, но, подчеркиваю, это я говорю про Каталонию. К сожалению, вот рядом с Бенидормом ситуация хуже. Так вот, в Барселоне можно было найти кефаль, качественную, свежую кефаль, за 4,50 за килограмм. И для меня это был отличный выбор протеина. Легкое, хорошее, свежее рыбное мясо по 4,50 за килограмм. Поэтому с прошлого года, с августа до Нового года я не ел я мясо, а ел только рыбу. И в принципе в районе 6 евро можно найти всяких маленьких селедочек, которыми они тут сардин называют. Ну, в нашем понимании это селедка иваси. Можно было хамсу найти. Это все про Каталонию говорю. Здесь, к сожалению, почему я вынужден был вернуться к мясу, к сожалению, здесь рыба дороже. И поэтому у меня все-таки бюджет ограниченный. Пришлось вернуться к поеданию мяса. Размочил я, так сказать, счет на Новый год, купив утку цельную. С утками здесь вообще все плохо. Уток тут продают только под Новый год. И стоит она 8, по-моему, за килограмм. 8. Так, вот, я купил утку 8 евро за килограмм. Запек ее на Новый год. И все, и дрогнула моя душа. Мне захотелось дальше есть мясо. Ну, в основном у этого действия экономические причины, потому что здесь мясо дешевле, чем рыба. А вот в Каталонии, близко к морю, мне экономически выгоднее было есть рыбу. Дорадо, такая типичная для Испании рыба, 8-9 евро за килограмм, в зависимости от того, насколько она фермерская. Сибас чуточку дороже, то есть тоже в районе 9 евро за килограмм. Семга, если ты покупаешь, допустим, половину семги, ну понятно, что это не дикая семга, а выращенная искусственно. Вот семга стоит 12 евро за килограмм, что по местным меркам считается очень даже неплохо. Вот, и ты можешь купить половину семги, ну, примерно на 1,5 килограмма, вот по 12 евро. Ну, хорошая цена. А стейки будут продаваться нарезанные в отдельном лоточке уже по 17 евро за килограмм. Что еще? Ну, молочка. Литр молока в среднем евро. Ну, вне зависимости там цельная, ну, или, ой, я не знаю, как перевести. Полуобезжиренное, что ли, так, не знаю. Короче, литр цельного молока, как и не цельного, а в половину не цельного, будет стоить 1 евро. Что я еще часто покупаю? Ну, молоко я покупаю, чтобы в кофе добавлять, потому что тут кофе горьковат для меня. И не добавив туда молока, я просто его пить не смогу. Хлеб я не покупаю, он здесь весь, по моему мнению, не натуральный. То есть, если я его покупаю, то только для супов. Ну, привычка, чтобы супы есть с хлебом, типа борща. Покупаю достаточно часто кефир. Ну, он тут более густой,
В зависимости от сети, кстати говоря. Ну, вот я покупаю консумовский кефир. 0,5 литра стоит, сейчас вспомню, евро 45 примерно. Так, что еще? Ну, яблоки от 1,5 до 2 евро за килограмм. Вчера я купил переспевший ананас. Он, кстати, в коробке лежал и выглядел вполне себя не переспевшим. Ну, вот я его сегодня разрезал. Он аж мягкий был. То есть я его практически не резал, а давил из него сок. Он такой спелый был, жутко сладкий. Обычно они так чуть-чуть кислят. А этот прям очень-очень спелый. И вот, значит, 2 евро за килограмм ананаса. Ну, это самый дешевый. Я обычно покупаю достаточно дешевые вещи. Но они при этом достаточно качественные. Но вот этот ананас был. Ананас отличен для пищеварения. Просто вот как стимулятор для кишечника. Ну и плюс витамин С и всякие остальные полезные вещи вместе с ним. Апельсины тоже в районе 1,5-2 евро в зависимости от места их произрастания. Что еще? Лимоны 2 евро за килограмм. Честно не помню. Морковка евро за килограмм. Капуста, наверное, 1,5-2. Что еще? Ну, честно говоря, не помню, что еще. Ух ты, я очень много собачек. Сейчас вам покажу. Посмотрите. Вообще, насколько понимаю, выгул собачек без поводка — это 300 евро штраф. Но возможно, что это место специально предназначено... это специально предназначено для выгула собак. Поэтому их тут так много. Но при этом, видите, никто на меня не нападает. Вот. Так. Что еще? Спагетти. Вот я сегодня готовил. Да, с чего все началось? Я сегодня приготовил себе бефстроганов из индейки. Вместо сметаны использовал как раз тот самый консумовский йогурт. И, значит, индейку взял по акции. Ну, там был последний день годности. Ну, что, я ее быстренько покромсал, потушил. И все, она вполне себе годна. По акции получилось 5,35 за килограмм. Мякоти, чисто мякоть. Лук красный, по-моему, по 2 евро. Не, 1,5 евро за 500 грамм упаковочка. Но я предпочитаю красный лук. Он более применим в разных блюдах. Не такой едкий, как белый. Спагетти 0,5 килограмма. 89 центов, сантимов, как они говорят. То есть 89 за 0,5. Что еще из такого каждодневного? Минеральная вода 1,5 литра стоит 40 сантимов. Вино обычно я покупаю. Бутылка 0,7. Красное вино. Обычное, но приятное. У меня от него нет изжоги. Стоит 2 евро за 0,7. Можно дешевле найти. Можно найти литр за евро, даже меньше евро. Но уж я там нашел марки, которые мой организм воспринимает хорошо. И, в общем-то, их придерживаюсь. В основном я красное вино пью. Иногда, вот сейчас я хожу. Хочется немножечко расслабиться. Я сегодня выпил пиво. Пиво здесь есть безалкогольное. Литр стоит евро 70.
И алкогольная начинается от евро за литр. Ну а там дальше без ограничения. То есть можно и Гиннес купить, по-моему, за 4 евро за баночку. На любой вкус. Ну, в общем, я обычно, когда я был в Каталонии, я ел запеченную или жареную рыбу. Типа, ну, обычно кефаль. Если не кефаль, то... Ну, кстати, можно здесь, в Аликанте, купить в Меркадоне замороженного хека по 5 евро за килограмм. Просто готовые тушечки такие, без головы, без хвостов. То есть вот так вот купил, разморозил и приготовил. Как я обычно его в духовке запекаю. Получается воспоминание с детства, советская столовка. А, да, про картофель не сказал. Здесь продают обычно молодой картофель в сетевых магазинах. И он и красный, и белый, с тонкой кожицей, стоит 2 евро за килограмм. Тут собачка ко мне бежит. Вот. А если можно найти типа частный магазинчик, особенно если его держат ну, всякие пакистанцы, то там можно старый картофель найти и по 1,5 евро за килограмм. Но я беру обычно молодой, там или в суп его добавлю, в борщ. Свекла, кстати, здесь практически в любом месте продается, но почему-то она продается уже готовая. Мне нравится, как это слово звучит. Ремолача. Ремолача — это свекла по-испански. Продается готовая 1 евро, ну 0,99 сантимов за килограмм. Нет, вру, не за килограмм. За упаковку. В упаковке, по-моему, 500 грамм. Можно найти обычную, не, ну, как сырую свеклу, вот в этих пакистанских магазинах, 1,5 евро за килограмм. Но иногда я просто лениво идти до пакистанского, покупаю отварную уже готовую в упаковке, типа вакуумной, просто разрезал, чуть-чуть обмыл от сока и дальше ему нашинковал. Можно в салат пускать с чесночком, можно, допустим, борщ. Ну, ее не надо варить, она уже отварная. Иногда переваривает, ну, видимо, в зависимости от партии. Вот, свекла тут есть. В принципе, все продукты на борщ здесь есть. Ну, просто говядина дорогая, поэтому борщ я или на косточки, на бедрышки индейки делаю, вот, или если прям по наваристе, можно взять какой-нибудь кусочек свинки. Вот об сегодняшней, после такой прогулки, сегодняшний у меня ужин будет. Это спагетти отварные, салатик, помидорчики. Помидорчики стоят в районе 1,5-2 евро. Да, вот это по сезону. Сейчас я последний раз купил сливку. Она стоит евро 80 за килограмм. Но это не самый дешевый помидор, можно дешевле купить. Но я купил за евро 80 сливку. Она лучше всего хранится в холодильнике, не так быстро начинает гнить. Вот я сделал себе салатик из красного лука и помидорчиков с йогуртом, то есть с кефиром. Добавлю туда, ну, в смысле, будет у меня бефстроганов из индейки, и сделаю себе спагетти. Ну, я их уже сделал, они меня ждут. Вот такой у меня будет ужин. Все. Я вам показал много красивых новых мест. Я тут никогда раньше не был. А теперь пойду обратно. Я уже нагулял, чувствую аппетит. Вот. А на закуску у меня будет нарезанный дольками ананас. Вот. Всем пока. Вот вам немножко испанского солнышка.